Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Extra Utilities на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про материалы и ресурсы, которые используются в этой модификации. Значит, первое, что нам может попасться, если мы, например, убиваем визеров, скелетов визеров, вот такая вот штука называется Drop of Evil. Значит, она у нас выпадает только с визеров скелетов с шансом, соответственно, порядка 10%. Используется эта штука для того, чтобы крафтить некоторые предметы из этой модификации, о которых мы поговорим в следующих сериях. Также с помощью этого предмета можно получить зараженную землю. Давайте где-нибудь попробуем применить. Вот так у нас земля заражается. Такой вот большой радиус получился. И на такой зараженной земле в темноте спавнятся мобы. Причем мобы, они, получается, немного более агрессивные, чем стандартные мобы из ванильного Майнкрафта. То есть можно на мобоферм такую вот землю использовать. Самым эффективным инструментом против такой зараженной земли является огонь. То есть можно сжечь просто. Вот, по идее, у нас такая земля должна выгореть какое-то время. Так, далее. Значит, следующий материал. Это у нас вот такой вот Magical Wood, магическое дерево. Делается она из снежной полки, из золотого слитка. Можно на верстаке, можно на энчантере. Механизм тоже из этой модификации. При этом, если мы делаем на верстаке, у нас тратится 4 уровня опыта. Вот. Вот этот Magical Wood можно, во-первых, использовать для крафтов в этой модификации. Во-вторых, его можно использовать вместо книжных полок. Мы далее еще посмотрим, как им пользоваться. Так, давайте, кстати, вот, допустим, чтобы сделать такой вот слиток, Enchanted Ignite, зачарованный слиток, нам потребуется Enchanter. Вот. Нам потребуется, значит, выложить сюда золотой слиток, лазурит. Давайте это сделаем. Вот. Далее нам в Enchanter нужно будет запитать энергии RF. Давайте воспользуемся, например, конденсатором из Ender Io. Зарядили. Так, и чтобы крафт начался, нужна еще грид энергия, да, у меня здесь есть, в принципе, источники. И еще необходимо, соответственно, либо книжные полки поставить, либо вот такое вот магическое дерево. Давайте проверим, как оно будет работать. Так, выставляем. Давайте еще. Все, вот, достаточное количество, и пошел у нас процесс крафта. Сейчас мы получим вот такой вот слиток. Так, а далее этот слиток нам будет необходим для того, чтобы крафтить, например, вот такие вот апгрейды продвинутые. Все, вот такой вот крафт. Также в этом, значит, энчантере можно там крафтить, например, вот такие вот демонические слитки. Вот, они нужны, соответственно, также для более продвинутых апгрейдов и для крафта там лазера, о котором мы тоже в следующей серии поговорим. Вот такая вот конструкция. Так, значит, далее. Есть в Extra Utilities свои аналоги красителей. Вот такой вот краситель, Lunar Reactive Dust. Вот, ну, получается, он является заменителем пурпурного красителя. Вот, и также он используется для того, чтобы там некоторые крафты производить в этой модификации. Вот, скрафтить его можно с помощью GP энергии в резонаторе из лазурита. Такой вот вариант для красителя. Есть также аналог синего красителя. Вот он делается в крашере. Это дробитель из этой модификации. О нем мы тоже будем говорить. Значит, с некоторым шансом он получается из синей шерсти. Вот, ну, либо синего коврика. То есть можно использовать как заменитель для лазурита. Далее, Moonstone, лунный камень. Крафтится он уже из вот такого как раз Lunar Reactive Dust, да, который мы рассмотрели, с использованием алмаза, либо такого нестабильного слитка. Этот лунный камень является также ингредиентом для крафта, соответственно, таких вот стекол, о которых мы чуть позже поговорим. Есть еще такой Red Coal, красный уголь. Он, по сути, является ингредиентом для крафта таких вот Opinium Core. Это будет использоваться для крафта продвинутого оружия в этой модификации. О оружии мы поговорим в следующей серии. Далее такие вот нестабильные слитки. В более ранних версиях Extra Utilities эти нестабильные слитки были незаменимым элементом для крафтов, например, ангельских колец, там стержни, стержни строителей и так далее. Сейчас же у них как бы крафт стал меньше, да. Вот, и крафт, если раньше делался там через ритуал, через сигил, здесь намного проще. Просто железный слиток, палка и алмаз. Получаем такие нестабильные слитки. Их особенность в том, что они взрываются через 10 секунд. То есть из них надо что-то быстро скрафтить. Вот они, например, являются как элементом для крафта таких вот такого лунного камня в большом количестве. Чтобы стабилизировать такие слитки, можно сделать следующим образом. Сделать из них самородки такие вот. А далее из самородков уже сделать такие вот стабильные слитки. То есть стабилизировать, чтобы они не взрывались. Далее такой вот Eye of Redstone, значит, глаз редстоуновый. Он, соответственно, тоже является элементом для крафтов. В частности, Dragon Gnail, который мы в прошлой серии рассматривали, и Chunklowder из этой модификации. Так, далее, Sun Crystal, значит, солнечный кристалл, тоже является ингредиентом для крафта. Делается из алмаза 4 единиц светопыли. Он является элементом для крафта, значит, светового меча из этой модификации. Так, далее у нас еще остался такой вот Claim Bottle. Значит, эта штука у нас делается из пузырька и двух энтер-жемчугов. Это у нас является, значит, элементом для крафта такой демонической бочки, которая вмещает в себя там, по-моему, порядка 65 миллионов единиц жидкостей. Вот. Далее здесь еще, как видим, да, используется в крафте вот такой вот бочки, такой вот демонический слиток. Для того, чтобы создать такой демонический слиток, нужно провести определенный ритуал. Значит, для этого мы делаем колодец, значит, из незритовых кирпичей. Ну, там в гайдах сказано, что можно использовать
еще какие-нибудь, допустим, забор незеритовый и что-то в этом роде. Ставим сюда лаву. Так, далее мы берем золотой слиток, золотые слитки. Так, сейчас, по идее, вот, мы получаем такие вот демонические слитки. Вот, а демонические слитки, как я уже ранее говорил, используют для того, чтобы скрафтить, соответственно, вот такие вот демонические бочки. Вот. Так, в этой модификации также нам часто потребуется такой вот резонирующий редстоуновый кристалл. Он делается с помощью вот такого эндер-шарда, который делается из жемчуга эндера с помощью такого вот глаз-катера. Вот. То есть мы можем из жемчуга эндера делать, либо такие вот кристаллы часто находятся в каких-то данжах. То есть если вы путешествуете по миру, находите сундуки, часто такие вот штуки можете найти. Вот, они являются элементом для последующих крафтов в этой модификации. Вот. В этом моде также большое количество декоративных всяких блоков. Либо есть еще вариант, допустим, сжимать блоки. Там это можно сделать с травой, можно сделать таким булыжником. Вот. Вот можно, допустим, сжать до 9 блоков, 81 и так далее. То есть до, соответственно, в один блок можно сжать, там, соответственно, 4 миллиона 782 тысячи 969 блоков. Вот. Такой вариант для сжатия, то есть для компактного хранения ваших ресурсов. Есть такое интересное стекло, вот 3 варианта. Делается оно как раз из лунного камня, вот такими вот способами. Вот. Тут еще черный какой-нибудь краситель. Значит, особенность такого стекла в том, что оно вас пропускает, а мобов нет. То есть можно делать себе такую дверь прозрачную. Вот, 2 разных варианта. Есть еще темная версия. Вот. Темная версия не пропускает свет. То есть можно сделать себе какое-то такое темное, какую-нибудь темную пещеру. Допустим, здесь прокопаем. Вот, поставим. Видите, свет не пропускает. Получается такое там темное место. То есть помимо мобов не пропускает еще и свет. Вот. Ну и, пожалуй, на этом все. Вот основные такие материалы мы рассмотрели. А далее мы уже посмотрим, что, соответственно, из этих материалов можно получать и как это использовать. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.